всякие разные пояснения, тычкование, тын-тын-тын, ситуация вместе. И архитектор заработал. Немного текущего проекта, интерьерный скетчик, проект иконостаса. Вот он в большом размере, и вот он с детализацией вместе. Очень много пояснений и много маленьких симпатичных деталей. Мой рабочий скетчбук, наброски небольшой часовни и варианты сочетания ландшафтного дизайна и мапы. Также такие и такие. А это чуть-чуть разреза и симпатичная зеленка. Как я люблю свою работу. Небольшой интерьерный проект. Это иконостас. Вот с такими кижовскими дверями. В большом размере он выглядит вот так. И в проектных деталях довольно сложно. А в скетчбуке эффектно. Он ритмичный, центрирован и симпатичный. Снова сижу на своих каменюках в коммунаре и скетчу. Предмет скетчинга вот такой вот формы в плане пергола, который одновременно и гульбище, как все видели наверняка. И вот у нее такая структура в разрезе. Это как обычно скетчинг линером виндзоровским. И в моей графической технике все получается быстро и довольно круто. Мысль про эту перголу гульбище перекликается с идеей иконостаса, того храма, по которому я проектировал это все. И это трехуровневое общественное пространство, которое наполнено образами воинов святых. Это, например, Александр Невский, Пересвет, Нахимов, Суворов, Муромец, Илья. И центром перголы композиции является щит и крест, меч. Меч как крест. Образы святых воинов — это пропильные такие контурные изображения, может быть, чуть-чуть скульптуры, барельеф. И пропильная резьба, как в иконостасе, как будто бы это иконостас воинов. Такое мое понимание общественного пространства. Тушью. Я русский архитектор-пейзажист, но много работаю в Италии. И очень много рисую. Большей частью пером и тушью, по которому провожу самые крутые курсы в России. Это немножко итальянского города Фано. Квеста Гранде ла Порто Фано. Квеста Миа Пенна. Русское перо-звездочка, которое превосходно. И немножко классного итальянского текста. Посмотрите, как круто он работает с перьевой графикой. Это большие листы формата А3. И такая графика потрясно смотрится, если она повешена на стенку. И как гнишная графика в альбоме. Это техника рисования тушью с размытием туши, которую я учу на своем YouTube-канале. Смотрите в шапке профиля. Вот так, немножко Италия. Если нравится, ставь лайк, подписывайся на канал. А меня зовут Кичикин Эдуард, и я архитектор, который работает в Италии и в России. Смотри другие видосы, там много интересного. Всем хорошего дня. Сижу на вокзале, немножко работаю над проектом. Это вот такие виды. И домик в стиле деревянного зодчества. Потому что скетчинг пером и тушью или линером — это то, что можно делать в любом месте, в любое время. И в этом есть некоторая проблема, конечно. То, что ты постоянно можешь работать. Но в этом есть, конечно, и кайфы. Это почти книжная игра. Это море восторга и кайф. И это большое впечатление, когда люди видят просто твои проектные эскизы. Там, где ты просто чуть-чуть размышляешь. Может быть, пойдешь так, может быть, пойдешь немножко в другую сторону. И это тот тип скетчинга, по которому я, собственно, радостно готовлю свой новый курс. Чтобы он был круче и веселее, и полезнее вам, пишите в комменты, что нужно туда внести, что, по вашему мнению, супер важно. Немного сижу на проекте и разбираю недавнюю тему с фрагментами архитектуры классики. Сгоревшей церкви Покровской Скандапоги. Вот в этом скетче отрабатываю Skyline, как двигается вся эта история рельефа по проекту, как работают большие фрагменты зелени, существующей и дополняющейся вместе со звонницей, как работают ритмы галереи, гульбища центральной круглой площади и центральной аллеи. И параллельно пытаюсь проснуться и осмыслить, что случилось. Это типология домиков для третьего типа зданий, который хочу на этом проекте. Вот это первый тип здания, вот этот Skyline второго типа, а это фрагменты тоже второго типа. Очень легко и симпатично проходить всю историю со скетчингом. Смотреть на пейзаж и радоваться утру.
и скетчит проект. Как много радости и удовольствия в этом мире. И пусть у всех будет все хорошо. Ландшафтный эскиз линером виндзоровским. Упражнение «Моя зарядка» утром. Сижу и заряжаюсь. Всем чао-чао. Рисовал сегодня немножко. Чуть-чуть ландшафтного дизайна и проектной графики линером. Немножко проекта с перголами, немножко проекта с вазовыми структурами. Все вместе выглядит симпатично. Это вчерашние размышления над столом и финальный вариант проекта. Всем добрался до коммунара, доработал эскиз. Сижу тут под яблоком на скамейке и радостно скетчу. В деталях это проект гульбища, перголы для Кабралова. Я туда чуть-чуть доработал историю с галереей и киоском. Подумал, как в истории галереи может вписаться тема киоска. Вроде все получается. Кайфую в том, что это супер обобщенное видение, но в то же время дико конкретное и информативное. Я полностью показываю свою проектную идею и радостно иллюстрирую ее соответствующими подписями. Штучки. Я счастлив, клиент счастлив. Все быстро и просто. И, как вы видите, очень эстетично. Быстро и практично. И недешево выглядит. Как прекрасная книга, которая складывается по проекту. Это характерные милые персонажи. Они абстрактные, но наполняют мой проект жизнью. И такие чумрики. Возможно, они чем-то похожи на меня. Ну, в общем, это все про тему скетчинга. Проектного, архитектурного, по которому я готовлю курс. Скоро будет. Немножко другой реальности. Это кижи и моя графика линером в электричке. Чуть-чуть полуархитектурного шрифта, простые линии, чуть-чуть трясущегося вагона и много-много штриховки. Совсем немножко пятен туши и намеки на бревна, и сам мой рабочий скетчбук. Обалденный эффект дает черно-белая графика. Она невероятно благородна, утонченно и обобщенно. Как только я начал ей заниматься, я уже не могу ее променять ни на что иное. Когда ее рисуешь, хочется рисовать, рисовать, рисовать. Она элемент натуральности в этом странном электронном мире и большой материальности моего скетчбука. И огромного счастья скетчить этот мир. Ставь лайк и подписывайся. Это немножко моей графики пером и тушью. Я русский архитектор-пейзажист, но много работаю в Италии. И очень много рисую. Большей частью пером и тушью, по которому провожу самые крутые курсы в России. Это немножко итальянского города Фано. Квеста Гранде ла Порто Фано. Квеста Миа Пенна. Русское перо звездочка, которое превосходно. И немножко классного итальянского текста. Посмотрите, как круто он работает с перьевой графикой. Это большие листы формата А3. И такая графика потрясно смотрится, если она повешена на стенку. И как гнишная графика в альбоме. Это техника рисования тушью с размытием туши, которую я учу на своем YouTube-канале. Смотрите в шапке профиля. Вот так, немножко Италии. Если нравится, ставь лайк, подписывайся на канал. А меня зовут Кичикин Дуарт, и я архитектор, который работает в Италии и в России. Смотри другие видосы, там много интересного. Всем хорошего дня. И еще немножко обалденности. Кайф ручной графики. Скетчинг линером в старинных традициях. Супер эффектные вкусные штуки. И наш прекрасный город Питер. Безумно вдохновляющий рисовать. Материальные, сложные, эффектные вещи. Как я рисую графику пером и тушью. Мой стиль рисования, построенный на итальянской технике. Много работаю в Италии, беру оттуда эстетику. Потрясающие детали, красоту и создаю этим свой мир. Люблю жизнь, рисую ее. Ландшафтный архитектор.